Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что же произойдет со дня на день. И, конечно, останемся реалистами. И если мы спросили события, вот события нам показывают маленькие карты с рандомными значениями цыганского старинного пасьянса, который мне очень давно. И я специально не ставлю временных рамок на наши видео, потому что где-то нет вот этих четких границ, согласитесь. У кого-то тут все события за пару дней, иногда наша жизнь в один день умещает сразу чуть ли не месяц, а то и больше срок. А у кого-то наоборот, ну, какая-то есть вот такая тянучка, да, которая тянется, и все какой-то вопрос не решится. Я должна сказать, в сентябре для нас очень многие вопросы могут проясниться. Но это ведь от нашего желания тоже зависит. Если мы пытливы умом, то тогда и мы что-то хотим прояснить. Но есть и такой момент, как, знаете, наши уязвимости, которые говорят о том, что это своеобразный триггер в нашем душе. Это может быть то, о чем мы никому не расскажем, но внутренние оковы, которые нам мешают двигаться дальше. Вот такой вот нюанс. И у каждого, понятно, вот эта болевая точка, она какая-то своя. Перейдите, прочитайте, правда, на моем сайте. И ссылка в описании под видео. А мы идем с вами дальше. Итак, что же вам подскажут? А вы переложите то, чем вы занимаетесь, заняты сейчас, на образы карт. Как это может быть вами оценено, как вы это чувствуете. У вас крест– это судьба, мои дорогие, значит, какое-то судьбоносное, либо решение, может быть, ваше собственное, а может быть, еще и внешние какие-то события. Я не исключаю, когда это будет взаимодействие и вашего решения, и каких-то внешних обстоятельств. Здесь может быть судьбоносное известие, мои дорогие. Новость, молния. Это где-то то, чего мы не ждали, да? Всегда неожиданность. Или стремительность иногда. Тоже все же молния, если мы говорим. Но вот смотрите, здесь у вас получается решить какой-то вопрос. Потому что в нашем пасьянсе корабль– один из символов Меркурия. У кого-то из вас желание путешествовать, желание найти новую работу. Или, может быть, это как раз тут опять будет по-разному все же, будем реалистами. Может быть, это какой-то ваш проект, к которому вы уже приложили много усилий. И вот это исполнение желания, как значит что-то, у вас есть возможность осуществить. Тут ведь самое главное нам научиться в течение сентября о себе самому говорить правду. Может это продолжаться, будет это прогрессом или нет. И пусть мы очень этого хотим. А данность какая-то, она складывает для нас определенные обстоятельства, чтобы мы к этому выводу и пришли. Но у вас, посмотрите, якорь, уверенность, надежность. Может быть, это касается конкретного человека, а может быть, это еще и какие-то иные вопросы. И тут у каждого по-своему. Может быть, и дома что-то происходит, или, опять же, по поводу работы. Ну, давайте мы пойдем дальше. Что нам еще подскажут? Опять же, перекладывайте на те сферы жизни, чем вы сейчас занимаетесь. И где-то допускаете вот элемент новизны, да, все же молния выпадает, что некоторые вопросы вам придется переиграть, пересмотреть. И, может быть, это касается высоких инстанций. Но у вас сейчас сильная позиция. Вы смотрите, мои дорогие, выпадает корона, символ власти. С одной стороны, это и как сильный мир сего, почему нет? Ну или какие-то структуры, порядок, основа. И Сатурн, ваша планета-управитель, в рыбах, мои дорогие. И если мы говорим о Сатурне, это порядок, рамки, организация. А если мы говорим о рыбах, это вообще-то никаких рамок. Это что-то, знаете, такое более расплывчатое на уровне чувств, ощущений, интуиции. Здесь может быть вот какое-то такое зыбкое противоречие или вопрос, который вы никак не можете либо решить, либо на что-то решиться. Но, видимо, шаг за шагом что-то проясняется. А может быть, это время вас учит быть
Ну, не совсем материалистами, а допускать вот этот альтернативный вариант. Почему я так говорю? Сентябрь месяц, многие вещи, поверьте, мы на протяжении сентября не сможем оценить или осознать с позиции нашей логики, может быть, даже где-то здравого смысла. Что-то может, как метаморфоза, переворачивать нашу жизнь с ног на голову. Пусть это будет касаться на уровне каких-то известий. Мы много тут услышим информации, и, кстати, противоречивой, много планетарных транзитов, тем более у нас еще коридор затмений 7 сентября, лунное затмение. Вот начинается этот коридор, закончится именно ясностью, солнечным затмением в знаке зодиака Дева. Это ближе к концу, 21 сентября. Может быть, вот какие-то такие судьбоносные задачи вам доведется решать. Поэтому слушайте самих себя. А для вас посмотрите, как дорога к Солнцу. Ведь это выбор правильного направления. И здесь, знаете, может быть, с одной стороны, не рассказывать о себе слишком много, не быть в некоторых вопросах очень настойчивым. Иногда наша настойчивость, казалось бы, прекрасное качество. Но ведь, знаете, сама уверенность – это прекрасно. Но где-то грань с самонадеянностью. И когда мы начинаем педалировать свою какую-то догму, мы становимся уязвимыми, мои дорогие. Вот для таких масок. Это ведь всегда тот человек, который, ну, за вами наблюдает. Он, возможно, вас успел изучить. К примеру, вам могут льстить даже, да, нам ведь всегда что-то приятное. Ну, мы рады это слышать. И наоборот, бывает, нам кто-то подает вот эту правду, да, пусть как даже мокрое полотенце. Марк Твен сказал, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце. Но вот тут, понимаете, правда как будто скрыта. А вот подают нам разными методами, в том числе, может быть, и кто-то подает и не скрывает ничего. Может быть, человек сам по себе не обладает тактом, но он ничего не замышляет. И мы ведь можем тут тоже стушеваться. Ага, тот, кто говорит что-то приятное, стало быть, я могу ему доверять. Он настроен по отношению ко мне. А другой может с вами спорить. Вам будут все люди, с которыми вы будете контактировать, пришли в вашу жизнь не случайно. И неважно, чего касается родственники личной жизни, вопросы, или пусть это друзья, контакты на работе, коллеги, соседи, ну вот абсолютно любое ваше окружение. И те вопросы, которые нам активизируют как будто жизнь. Вот это то, чему нужно уделить внимание. Будьте внимательны, правда, этот период для каждого из нас. Дело не в знаке зодиака, а может стать либо какой-то надежной фундаментальной основой, либо мы можем и где-то, ну, так и замечтаться, да, мы ведь чего-то хотим осуществить, а тут надо какие-то другие методы нам будет использовать. У вас вот именно, посмотрите, по аркану Солнца вы делаете этот выбор, и это то, как дорога к Солнцу, я сказала, то, чем вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев. Или это какое-то ваше продвижение. Это опять же возможности, хорошее настроение, когда сил у нас достаточно. Но мы смотрим, у вас еще совпадает, смотрите, открытый путь. Нет закрытых путей. У вас действительно сейчас такой очень плодотворный период. Что бы вы тут ни задумали, мои дорогие козероги, словно судьба к вам благоволит, но как-то правильно может складывать события или встречи опять с некоторыми людьми, новыми или знакомыми, неважно. Но ведь, посмотрите, это как жизненный, может быть, путь, да, очень символично. Ключи – это жизненный путь, открытый тот путь, который, да, и выпадает у вас одновременно солнце. Тут что-то очень важное. И как и корона, солнце и открытый путь. Гости, да, бокал – это либо вы кому-то в гости едете, отправляетесь, или к вам гости приезжают, такого тоже не исключаю. Может быть, и знакомства какие-то новые, да, я такое допускаю. Причем в случайной обстановке. Этого я тоже не могу исключить. Смотрю, что у вас, смотрите, у вас что-то ведет не просто к исполнению желания, а еще и к радости. Но помним, что все мои расклады, они больше для людей активных, для деятельных, правда.
Потому что, ну, читаю комментарии, мои дорогие козероги. Мало таких комментариев. Вот один-два, но где-то попадаются в разных знаках зодиака. Что? А у меня ничего не меняется. Я жду, ничего не меняется. Не хочется приговаривать, но по сути, если ты просто ждешь, так ничего и не изменится. Поэтому вот этот момент перекладывайте на себя. Я ведь не случайно всегда говорю, будем реалистами. Есть и сомнения по аркану или по значению Луна, точнее месяц. Это вот именно как Луна в колоде Таро. Когда нам может показаться, что мы должны делать выбор. Да, делать выбор придется. Но, видимо, не совсем в ближайшие дни. В ближайшие дни самому, я бы сказала, нужно иметь такую маску, потому что вы еще чего-то не видите. И еще какие-то события до конца не развились. И еще пойдут последующие дни. И какие нужные новости вы их получите. Какие суждено нам пройти обстоятельства. Мы это тоже должны пройти и как будто завершить какой-то жизненный этап. Но это не по нашему расписанию происходит. Поэтому тут мы учимся быть гибче, мои дорогие. Не выбрать, может быть, а пройти между. Как будто так. Ладно. Мы можем в нашем раскладе соединить значения, которые по вертикали, по горизонтали в крайних рядах. Цепи. Это не есть что-то материальное, плохое или вообще окрашенное ну, какой-то конкретикой. Это сердечная тяжесть. Вот может быть как раз сердечная тяжесть, потому что какой-то сложноватый выбор. Может быть и так. С чем-то вам нужно определиться. Но я тут вижу, вам пространство помогает. Есть повод и для радости, и есть и возможности. Хорошо, идем дальше. Ваше настроение. Давайте узнаем. Настроение у козерогов. Или общий фон энергии в ближайшие дни. Два вопроса вам по пятерке монет придется решить. Может быть, это вы думаете, что я как на выборе. И здесь первое, если мы сказали два направления, чтобы не было недостатка понимания, как и с людьми. Поэтому придется выражать свои чувства, ну или не чувства, а пусть мысли свои в первую очередь. Хотя, если вопрос касается личной жизни, значит, тут тоже не нужно думать, что человек сам поймет. Тут нужно быть еще правильно понятым. И второе направление – это финансы. Уделяйте внимание общению и денежным вопросам. Для вас это задача номер один. И, может быть, и придется балансировать как и по деньгам, так и где-то выстраивая по-новому контакты. Вот я такое могу допустить. Но вы можете чувствовать, если мы говорим настроение, как будто мне чего-то не хватает. Это всегда недостаток. Давайте мы спросим, ну, какую-то подсказку. Колесница. Вот, наверное, все то, что я вам уже говорила. Вы пока на первых порах, в ближайшие дни вы можете не видеть, как разовьется событие. Вообще, это карта, которая говорит о пути к успеху, мои дорогие. Мы тут с вами это обсуждали уже. И не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед. Но это старший аркан. На вас влияют внешние события и люди, которые приходят в вашу жизнь, или пусть это из разряда знакомых людей, с которыми вы контактируете. Вам придется что-то вот анализировать. И, может быть, есть те вопросы даже, когда вам придется некоторую рутину оставить и переключиться на какую-то совершенно иную тему. Может быть, куда-то срочно поехать. Может быть, даже это будут гости. Или когда вы услышите, что к вам кто-то собирается. Все же по колеснице мы не теряем время даром. Поэтому период активности. Но нас тут, знаете, это как игра жизни нас уже начинает завораживать. Тут есть какие-то благополучные перемены или пусть это какие-то первые штрихи того, что будет меняться в последующие месяцы даже. Что прояснится, давайте мы с вами узнаем. Какая-то минусовая ситуация, вот, наверное, этот внутренний триггер, болевая точка, о чем вы не расскажете никому. И ведь это карта выздоровления, тройка мечей. Это карта, когда мы прощаем себя за какие-то прежние ошибки. Мы себя не корим, не костерим, не ругаем. Мы говорим наоборот себе, что ну да, ошибся или ошиблась. Я человек.
Человеку свойственно ошибаться. 100 раз ошиблась, поверьте, каждый из нас еще 150 раз ошибется. Это на самом деле так. Но это не должно, знаете, для нас быть определенным тормозом или камнем преткновения, или каким-то сдерживающим фактором. Здесь мы должны, ну, где-то отряхнуться, пойти дальше, стряхнуть себя, ту ситуацию, которая закончилась. Точнее, эмоциональные переживания, которые соответствуют этой карте. А оставить ситуацию как урок жизни. Как именно то, что свершилось. Это уже не повторится, карта говорит. Но пока ты об этом думаешь, ты постоянно в этом застреваешь, мои дорогие. Вот какая-то прежняя история со знаком минус. Всегда по тройке мечей. Эта карта я ее называю здорового равнодушия. Когда мы видим проблему, вопрос, тему иначе. Теперь это нас не ранит, теперь это нам вообще никак. Ну, посмотрите, какие у вас карты. Вы знаете, пока вы действительно притягиваете к себе то, что уже пора проститься, вы живете в прошлом. Карта колесницы, у вас 2 карты скорости. И еще к этому колесо фортуны. Колесо фортуны, вы сейчас в том моменте находитесь, когда вы как подбираетесь к вершине этого колеса. И цикличность поднимается наверх колесо, потом будет неизбежный спад. Поэтому вот в этот благополучный для вас благоприятный период жизни, хоть и есть какие-то турбулентности, это не значит, что мы ждем, когда прошлое вернется. Да нет, ни разу. А нам нужно правильно провзаимодействовать. И тогда для вас что-то может сложиться в очень красивый узор, я бы сказала. Вам тут словно Юпитер, мои дорогие, помогает. И знаете, если действительно сопряжено в нашей реальной жизни с тем, что куда-то вас приглашают, или словно какой-то путь открывается. Знаете, вот как известные слова. Когда одна дверь счастья закрывается, на смену ей открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Вот будьте внимательны. Отпускайте то, что не может быть продолжено. 2 серьезных старших аркана. И аркана динамики, и возможности, и успеха, и удачи. Все-таки это колесо фортуны. Мы можем отказаться, мы можем пройти мимо. Вот все карты, как и пятерка, кстати, пентаклей, она ведь тоже говорит о том, что уже сложилось, уже случилось. Так и тройка мечей. Это о той ситуации, как и выздоровление. То, что уже произошло и не повторится. Не застревайте в прошлом. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, документы, достижения. Еще один старший аркан. Сила. Чаромаркетит у нас Таро снов прорисовал именно женскую силу в этой колоде, обратите внимание. И да, с одной стороны, вот тут у нас тигр, чаще это у нас лев изображен, прообраз нашего эго. Ну, пусть даже тигр, очень яркая такая энергия. Это что? Это сила наших желаний. Причем это желание настоять на своем эго, да, если мы говорим. Может нас держать в таких жестких ежовых рукавицах, что мы, ну, как в плену собственных предубеждений. Поэтому в первую очередь самого внутреннего льва нужно держать на коротком поводке. С эмоциями придется быть аккуратными. Быть, вот, наверное, в этом здоровом равнодушии, особенно тех фундаментально важных вопросов, которые и обозначают ваше благополучие или то, что служит вам прогрессом. Но это может быть для вас, мои дорогие девочки, притяжением вашим собственным. Это вы как магнит для противоположного пола. Я могу отчасти сказать, что даже решая какие-то вопросы с документами или обращаясь в какие-то инстанции, или что вы там себе наметите, вот именно противоположный пол будет настроен, ну, как-то вас больше слышать или каким-то образом проявляет, если не знаки внимания, ну, интерес к вашему вопросу, скажем так. Все-таки мы смотрим на дела, работу, бизнес. Для вас, мои дорогие мужчины, это может быть и женщина, страстная любовь. Хотя мы смотрим на дела, работу, бизнес, но, может быть, ваши отношения вы будете продумывать, как перевести в более такое фундаментальный аспект. Либо проживать вместе, либо
подумать об оформлении де юре. Тут вот такие вот могут быть моменты. Но ведь это карта дипломатии, конечно же, да. Если мы уравновешиваем наши эмоции, это время вашей силы. Это для всех, мои дорогие козероги. Но нужно понимать, куда и как ее правильно приложить. Здесь именно ваши действия. Но могут быть такие еще энергии, когда мы просто хотим сделать по-своему. Не случайно и тигр, и знак льва. Поэтому, мои дорогие, придется все-таки себя не просто сдерживать насильно, а вот быть, знаете, вот в таком холодном, здоровом равнодушии. Потому что эмоции нам часто затуманивают мышление и скатывают, или где-то соскальзываем мы в сторону какого-то шаблона сознания. Вот вам тут какой-то, как порочный круг, или какую-то порочную зависимость, или какой-то давно нерешенный вопрос, застарелую проблему. Посмотреть альтернативно. У вас Вселенная, судьба в этот период дает вам, как козыри в руках. На самом деле козыри – колесница, колесо и еще аркан сила. Личная жизнь, любовь, давайте узнаем. Жрица. Вот вам еще один старший аркан. Правда, почитайте мою статью. Я думаю, подсказок будет больше. Я вот в самом начале, до того, как я описала по знакам зодиака, я описываю энергии основные. И переложите вот на ваши задачи. И каким образом, методом вы будете решать свои вопросы, я думаю, да, это будет вам каким-то образом полезно. Жрица – это интуиция. Здесь, опять же, может быть и есть какой-то выбор, понимаете? Но пока ты этот выбор не сделаешь, это карта независимого человека, кстати. Но сила жрицы в том, что она вот именно сейчас, вот если мы рассматриваем ближайшие дни, да, не выносим мы никаких вердиктов. Мы не говорим с точкой 2 «да» или мы не говорим с точкой «нет». Здесь такое время, когда молчание вам помогает. Может быть, это тот период, когда вам нужно будет как и прислушаться к интуиции, может быть, и что-то проанализировать, а для кого-то из вас разгадать какую-то тайну, найти недостающую информацию. Но делать это нужно как-то очень элегантно. Есть все равно еще и карта говорит, некоторые пункты, которые ты можешь где-то чувствовать. Или это, знаете, как нам подсказывает наше подсознание, которые логикой, опять же, их не просчитаешь. Поэтому карта и говорит, тут не все лежит именно в позиции материализма, мои дорогие. Здесь об этом, где-то ни разу. Материальное – это уже конечный продукт наших прежних мыслей, желаний, какой-то активности прежде. И вот вы закладываете какой-то фундамент своих будущих успехов. Но это не есть сразу, знаете, как мы вот именно сейчас эту базу создаем, да. Это нам еще предстоит пройти какой-то путь, узнать недостающую информацию, позволить ситуации развиться до нужного уровня терпения, мои дорогие. И где-то маска. Имейте маску за пазухой, правда. Ладно, давайте узнаем, что ж там с финансами. У вас все налаживается, мои дорогие. Вообще волшебный расклад. И посмотрите. Высшие силы за вас. Ангелы, силы небесные. У вас 5 старших арканов древа жизни. В этой колоде Чаромаркетти прорисовал те карты, которых в ни одной колоде другой нет. Древо жизни – это полный баланс. Мы смотрим на финансы, поэтому я могу дополнить все то, что я говорила только что сейчас. Материальное к вам придет. Но, видимо, в этот период сентября для вас важно что-то более духовное. То, что возвышенное, не совсем земное. Чем больше, с одной стороны, намечтаешь, я имею в виду не просто это, знаете, как мы сидим на диване, ох, было бы неплохо. Нет, мы это чувствуем, чего мы хотим получить. Мы понимаем, какой путь мы готовы пройти. Мы также осознаем, как долго этот путь нам придется пройти, какую дистанцию. И если мы
словно кожей себя чувствуем в той реальности, которую мы хотим получить, она у вас обязательно сбудется. Волшебное вот это вот древо жизни, когда что вверху, то и внизу. Поэтому буквально ваши мысли определяют ваше качество жизни завтра. И это на финансы. Нет для вас ничего невозможного. А если вы строите какие-то ограничения, рамки, да, или жесткий какой-то выбор, или где-то и зависаете в ненужной философии, да, реалистом нужно быть, но совсем не для того, чтобы материализовать вот прямо сейчас дело, отношения, проект. Тут все еще может быть как на зыбкой какой-то почве. Поэтому и сами не торопитесь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Я благодарю за вашу спонсорскую поддержку моего творчества, моего канала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.